Здорово, ребята! Рад вас приветствовать на канале. На улице у нас ливни, поэтому решил я снять видео чуть-чуть другое. А видео будет о том, что сбылась мечта идиота. Купила себе вот такую игрушку. Что это? А это беспроводной эхолот Dipper для ловли с берега. Ну, возможно, и с лодки. Взял БУ версию. Поговорим сегодня, для чего я его себе взял. Очень быстренько пробежимся по настройкам, потому что таких видео в интернете очень много. И скажу свое мнение об этой игрушке. Пожалел я его, что купил, не пожалел. Стоит покупать БУ версию или нет, и почему не практик. Ладно, погнали вниз, посмотрим более подробно. Давайте чуть более подробно посмотрим коробку. Wi-Fi, заявленная 100 метров, глубина до 80 метров. Ну, по большему счету ничего такого интересного, поэтому давайте больше заглянем вовнутрь. Две частоты у нас, но работают, разумеется, не одновременно, а по отдельности. Одна более широкая для поиска рыбы, одна более узкая для поиска дна. Сам шарик. Два рыма, которые вворачиваются или здесь для заброса. Точнее, здесь для заброса, здесь для ловли с какого-нибудь мостка и здесь для ловли зимней. Неопреновый чехольчик для хранения переноски Dipper, макулатура и, в принципе, кабель зарядки. Сам шарик весит 100 грамм, плотно уплотнен здесь резинкой. Если мы его откручиваем, здесь у нас заглушка для зарядки. Все. На этом обзор устройства закончен. По характеристикам более подробно поговорим с вами наверху. Давайте поговорим чуть-чуть о версии. У меня версия просто Pro. Почему я брал версию Pro, а не Pro Plus? Потому что GPS в эхолоте лично мне не нужен. И тут маленькая вставочка. Оставка следующая. Если бы был Pro Plus, искал бы я его гораздо более легко. Поняли, о чем я? Да-да. Первая или вторая рыбалка. Ситуация. Приехал на водоем. Темнота. Заброс. Конечно. Шнур цепляется за верхнее кольцо. И мой эхолот за 10 тысяч рублей улетает в никуда, в темноту. Даже не видно, куда улетел. Плыть, бесполезняк. Погоревал, начал ловить дальше. Соединяется он по Wi-Fi. Прошло часов 5, смотрю, телефон курлык подсоединился к сети Wi-Fi. Смотрю, поймал эхолот, думаю, что такое? Где? По берегу нету. Одно деление Wi-Fi. Думаю, наверное, на другом берегу прибило. Переехал туда, нету. Да быть такого не может. Вернулся к себе. Иду вниз по течению, сигнал пропадает. Думаю, да вдруг вверх по течению пошел. Ну как такое быть может? Пошел, сам телефон в руке держу, прохожу. Сигнал 2, 3, 4, 5 палочек. Стена камыша. Думаю, да быть не может. Прохожу сквозь стену камыша, вот он плавает, прибитый. Как попал он вверх по течению? Не знаю, честно, может какое-то завихрение. И вот на Pro Plus версии с эхолотом, в эхолоте, где есть GPS, такого бы не случилось. Но все равно я же умный, я купил Pro, я об этом не жалею. Ладно, возвращаемся. Ну вот, продолжим. Какие критерии были Pro версии? Без плюса. Во-первых, она гораздо дешевле. А единственная в них разница – это наличие GPS. Построение карты глубин с берега. Удобно, да, где-то на 5000 дороже. Это треть стоимости бэушного. Для меня смысла я в этом не увидел. Потому что у меня есть лодка, я могу подстроить эти карты, походя на лодке вдоль берега, потом перенести в телефон, если вот это вот понадобится. Больше никаких плюсов я не увидел. Я сперва честно надеялся, что Pro Plus версия сможет показывать расстояние между эхолотом и смартфоном, чтобы знать, допустим, насколько заклипсоваться. Но, как я понял, этой функции в нем нету. Если я не прав, поправьте меня. Ну и, наконец, главное, почему я его взял и что я им хотел. Нет, не искать рыбу. Это, конечно, приятно, очень
Удобно, закинул, посмотрел рыбку. Ну нет, все же, наверное, это не основная функция. Ребят, основная функция — это очень быстро отмаркериться и посмотреть перепады глубин. Вот сейчас давайте посмотрим небольшую вставочку с моей истории. Поймете, о чем я говорю. Что мы видим после заброса? В принципе, дно, его рельеф. Здесь вы сейчас можете наблюдать, это пузыри воздуха. Сейчас идет прокрутка, как вы видите, к берегу поднимается рельеф. И закончилось. Берем, закидываем в следующий раз. У нас, в принципе, все то же самое. Почему я говорил, сейчас поставим на паузу, что позволяет очень быстро выбрать место для ловли. Вот сами можете увидеть. Вот здесь по центру экрана есть небольшая бровочка. Все, мы знаем, где она. Клипсуемся. Время просто обалденно экономит. Что не хватает в этом эхолоте? Знаете, на самом деле я бы поменял крышку. Крышку на прозрачную. Она есть в продаже, на 1500 рублей за прозрачную крышку, чтобы ночью его было видно, чтобы он моргал. Я считаю, что это все-таки горячка. На практике такая крышка идет с завода. Ну давайте все-таки пару слов, почему не практик. Рассматривал я или практика, или вот этого диппера. Посмотрел я на рыбалке, как ведет себя практик. И что-то даже Wi-Fi версия. Мы говорим за Wi-Fi версии, за Bluetooth я даже не рассматриваю. При той же дальности заброса, при том же весе, этими же снастями я кидал. 50-55 метров я его кинул, начинаются проблемы со связью. Хотя я смотрел видео, что ребята вот там в тепличных условиях растягивали его, он до 100 метров брал. Даже при небольшой волне у меня этого не получилось. Обрывы, так вот идет шкала, раз пропала, опять появилась. Как-то показалось мне, что он, более бюджетный вариант, что ли. Хотя да, он стоит-то подешевле, ребят, давайте не будем забывать об этом. Но для себя я сделал такой выбор. Также на экране эхолота, разумеется, отображается рыба. Вот, допустим, получили мы такую картинку, заклипсовались на интересующем нас месте. И все замечательно. Рыба имеет у нас 3 размера. Мы можем сделать, показывала, чтобы только, допустим, большую, среднюю, маленькую. Вот видите, меняются, исчезают значки маленькой рыбки. Если нас не интересует, мы ее можем просто убрать. Также, что позволяет нам настройки, изменить чувствительность. Можете сами видеть на экране забитость экрана. Ну и цветовая палитра. С цветовой палитрой давайте чуть-чуть поподробнее. Цветовая палитра. Сейчас на экране вы можете видеть цветовую палитру фирменную от эхолота Dipper. Она выполнена вот в таких, поставим на паузу, тонах, коричнево-зеленых. В принципе, и плотность дна по ней можно определить, но для меня это немножко неудобно. Поэтому я использую обычную, привычную нам цветовую палитру. С ней более легко, вот вы можете видеть, цвет дна определяется. Здесь более плотный, более яркий, желтый. Наверху уже желтого меньше, ближе к красному, более мягкое дно. Поэтому вот такая вот палитра мне гораздо более интересна. Также и существует ночная палитра. Ну, если честно, я ее и не использовал. Она мне абсолютно не интересна. И вот также вы видите, сейчас над рыбой нарисована глубина, на какой она находится. Мы можем или убрать эти данные, или же поставить, наоборот, сколько рыба находится от дна. Тоже достаточно полезно. Я думаю, ребята, кто занимается именно хищником, это оценят. Давайте поговорим чуть-чуть о характеристиках. Характеристики честные, которые я замерил сам. Так, ребят, дальность действия телефона Wi-Fi, если нету никакой преграды в виде там камышей или прочего, стабильно метров 70 берет вообще без каких-либо проблем. Мой заброс им спиннингом где-то около 50 метров, поэтому хватает за глаза. Так, дальше. 2 частоты, 2 луча, широкая, узкая.
Поговорим, что написано здесь. Написано это 15 градусов и 55 градусов. Для меня проще говорить в гигагерцах. Это 290, это который более узкий пятнашка, и 90, который более широкий. Wi-Fi, вес 100 грамм. Более чем устраивает. Давайте поговорим, чем я его кидаю. Кидаю я его обычным фидером. Фидер у меня Hevik под, скажем так, под флет. Реальный вес у этого фидера не 150 грамм, как указано, а где-то грамм 120. Больше он просаживается. Обычная 6000-я катушка. Шнур я использую для флета 0,18. Ни разу не оторвалась. Точнее, как я сказал, оторвалась один раз, но из-за того, что захлестнула за тюльпан. Обычный квертип, самый жесткий. Никаких проблем я не испытываю. Ради интереса пробовал кидать джиговым спиннингом для берега до 28 грамм, который у меня. Точно так же я его закинул метров на 30-40. Поэтому не нужно никакое специальное удилище. Вот это вот меня в принципе все устраивает. Разумеется, как и многие, наверное, из вас, кто рассматривает покупку беспроводного эхолота, я залез сперва на всеми известный китайский красный сайт. Посмотрел, там есть вещи 3, 4, 5, 6, 7 тысяч. Такие же есть на Озоне. Во-первых, они все Bluetooth. Реальная дальность не превышает 30 метров. Что бы вам ни говорил производитель, я знаю просто у моего друга, он купил Lucky John, по-моему. Могу ошибиться, с фирмой. Дорогой, китайский. У него там в комплекте есть подключение к телефону. Есть такой, назовем его, пейджер. Благополучно он его на Озоне продал. Вот, сейчас смотрит что-то купить другое. Нету той дальности, Bluetooth забываем. Даже тот же Dipper есть Bluetooth версия. Забываем, не берем, смысла нету. Или же только для использования его с лодки или зимой в лунке. Поэтому только Wi-Fi, ребята, только хардкор на самом деле. Это по настройкам. Не буду в это углубляться. 2 луча, подведем итог, 60-70 метров дальности, без малейших проблем берет. Устойчивость на волне нормальная, в принципе, при средней волне его, когда бултыхает, картинка на эхолоте не сбивается на телефоне. Вживую настроек больше на воде, потому что то, что я вам сегодня показываю, это запись, и настройки здесь ограничены. 3 цветовые палитры, ну вы это уже все видели. Из интересного, вам интересного, если будет такая необходимость, желание это увидеть, ребят, напишите. Самому хочется посмотреть, как ведет себя этот эхолот в сравнении с лодочным, с установленным, с полупрофессиональным. У меня хук ревил. В чем в нем разница, можно ли им, допустим, квочить или искать рыбу. Если интересно, сделаю большое видео, оно довольно трудоемкое, ну вот пишите в комментарии. Ребят, побольше давайте чуть-чуть общения, объясню почему. Снимаю видео, человек пишет, ты снял видео, не рассказал о том-то. Если хотите что-то более конкретное, напишите в комментариях, я, как знаете, наверное, всегда отвечаю и стараюсь поддерживать диалог. БУ-версия. Почему купил БУ-версию? Ребят, цены на эти игрушки овер до хрена денег. Списался с человеком, не помню, говорил или нет. Вот эта коробочка, Dipper Pro версия Wi-Fi, мне вышло 10 тысяч рублей на всеми любимом нашем сайте барахолки. Списался с продавцом, поговорил с ним, он говорит, ни потертости, ничего, в принципе, просто он мне оказался не нужен, не востребован, скажем так. Для моих целей он понадобился, я его заказал, он пришел, тут же я его посмотрел, вроде бы все нормально. Раскрутил, посмотрел, что он из себя представляет внутри. Кабелек тут же в машине попросил, воткнул в машину, заряжается, все идет. Оставался, конечно, шанс, что он там не рабочий или глючит. Но, как вы понимаете, это все такие условности покупки бэушных вещей. От этого застраховаться невозможно. Единственное, что я сказал, что я его приобретал Авито доставкой, поэтому своими деньгами я не рисковал, что пришел мне именно эхолот. Я посмотрел, потом только деньги получил продавец. Нет, это не реклама. Хотя, если бы заплатили, шучу. Вот. Эхолот оказался в полном порядке.
зарядку держит, вот когда он у меня оторвался, 6 часов, на нем еще оставалось 30%. Вещь, блин, обалденная. Вот как ребенок, вот до сих пор как ребенок с ним играю, заряжаю его после каждой рыбалки. Хотя нахрен это и не нужно. Я думаю, что с моей рыбалкой закинул, отмерился, отклипсовался и ухватит надолго. Ладно, давайте заканчивать, наверное, потихонечку. Поэтому, ребят, что могу сказать вам в завершение? Я доволен, прям вот очень доволен, ни разу не пожалел, что я эту игрушку приобрел. Увеличились ли уловы? Ребят, не знаю, наверное, да. По крайней мере, очень сократилось время на поиск рыбы. Очень. Приехал, кинул 2-3 раза, все замечательно. Также у меня настройка в памяти написано, там, допустим, место, там, новый канал за кустом, расстояние там 40 метров. Я пришел, уже открыл телефон, я даже не кидаю, ты холод. О, за 40 метров стоит бровка. Все, закинулся туда. Вот такую маленькую базу со стрельбя делаю. Доволен. Так что, если кому мой совет помог, или вот такой краткий, это даже не обзор, это вот впечатления мои. Ребятки, подписываемся, ставим лайк. Счастливо. До встречи на воде.